Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Добро пожаловать на канал. Тема сегодняшнего расклада. Красная тряпка. Чем же ты доводишь своих недоброжелателей до исступления одним своим видом? Знаете, какой комплимент самый лестный? Это когда вас пытаются высмеять за ваше же достоинство. Если, девочки, в вашем окружении есть люди, которых вы бесите просто фактом своего существования, я вас поздравляю. Вы делаете все правильно. Прямо сейчас кто-то обсуждает вашу новую покупку, ваш стиль общения или вашу личную жизнь, пытаясь найти там грязь, но находя только подтверждение собственной слабости. Сегодня мы узнаем, какая именно ваша черта действует на этих недоброжелателей, как соль на рану. Давайте посмотрим на этот список ваших, так сказать, преступлений против их спокойствия. Делаю вашу сигнификацию. Какая девочка пришла на расклад? Вау! Вы вампир? И сразу у меня иерофант говорит: нет, эта девочка не вампир. Угу. Вы держитесь изо всех сил, чувствуете себя в одиночестве, при этом окружены большим количеством женщин, какой-то женский коллектив. Скорее всего, ходите со святой водой, да, в кармане, пытаетесь окропить их всех. Ладно, шучу. Сейчас я уточню, о чем это. Ну, это носит как будто бы, знаете, уже хронический характер. Вы сталкиваетесь... Ну, тут женский коллектив, по-другому я не скажу. Может быть, с женскими какими-то сплетнями, пересудами, осуждением, непониманием. И вы уже с этим даже свыклись. Чувствуете себя, может быть, в шумной компании веселой, а чувствуете себя одинокой, чужой среди своих. Какая-то разница вот между вами и вот этими женщинами, которые рядышком с вами находятся сейчас. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Скорее всего, вы пытались, и до сих пор, наверное, некоторые из вас пытаются, знаете, по-хорошему, по-доброму выстроить взаимоотношения. Иерофант все-таки это самая светлая карта в колоде. Но бой неравный, я вам хочу сказать. Сразу у меня вышли вампиры. Вампирчик. Давайте так, для чистоты эксперимента я спрошу. Вампир, это ваша карта? Нет, это третьи лица. Ну, трио, третьи лица. Это другие люди. Это не вы, сразу говорю. Так, иерофант. Это вы? Ну, а вот, смотрите, сразу. Ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями. Женщина, которая, несмотря на то, что у нее доступ открыт к этим знаниям, она выбирает светлую сторону. Она все равно хотела бы выстраивать отношения экологично, не токсично. Ой, без всяких лишних манипуляций. А тут потребители, вампиры, знаете, которые, может быть, в принципе так привыкли существовать, пить энергию. В том числе и вашу пытаются. Где-то пытаются на вашей доброте, да, тут карта дьявол, да, какие-то многоходовочки, просто использовать вас, может быть, друг друга используют. Вот у них такая манера общения, так они выстраивают взаимоотношения. И вы уже это осознали 100%. Вы уже где-то пытаетесь к этому приспособиться, но все равно, так как вы добрый человек, добрый, светлый по этой карте, все-таки иногда надеетесь, да, просвет какой-то, может быть, увидеть. Все-таки до конца не складываете ручки. Хоть, мне кажется, тут вы наступаете на одни и те же грабли, честно вам хочу сказать. Почему я так говорю? Потому что тут карта эволюция, и следом за ней прям опять разбитое сердце. То есть вы, может быть, вновь пытаетесь заново, даже с теми людьми, которые вас... Кто-то подставил, кто-то обесценил ваши достижения или пытается, да, как-то шутить, или нелестно о вас отзываться. Вы такой, как будто бы можете в моменте все понимать, а потом то ли прощаете, то ли даете им шансы.
то ли стараетесь быть выше этого всего, да, все-таки тут карта, вот сочетание, вот эта вот карта эволюция, где-то говорит о том, что вы действительно очень от них отличаетесь, вы как из разных миров, из разного теста, у вас видение своей жизни, вы хотите не наследить в этой жизни, а оставить след, может быть, нести добро, этот свет многим другим. Я вас вижу тут действительно как очень светлого человека, человек, который не останавливается в своем развитии. Это по карте Иерофант, и плюс тут эволюция еще. Это история о человеке, который вновь ищет лучшее в людях, да, несмотря на то, что его тут, может быть, и пытались использовать, и подставляли, опять еще скажу, и какие-то нечестные игры вели. Все равно видите то самое хорошее, светлое в людях, пытаетесь видеть. По этой карте личность такая, знаете, тут можете знать несколько языков, как минимум, да, увлекаться там, новыми какими-то идеями, обучение чему-то новому, поиск, опять, таких каких-то знаний. Причем эти знания, опять-таки, вы в принципе, вы готовы их применять для блага, во благо. Во благо человечества даже, хочу сказать, как бы пафосно не звучало это. Ну, вы на стороне добра. Но при этом разбитые мечты сталкиваетесь, разбитое сердечко. Это говорит о том, что вы уже разочарованы в этом же человечестве. Вы уже с разбитыми мечтами, иллюзиями, ожиданиями. Как будто бы уже с одной стороны все понимаете, с другой стороны еще даете шансы некоторым людям. Сама по себе интересная, можете быть идейным вдохновителем для многих. Вы можете быть очень хорошим наставником, учителем. Вот это в вас заложено. Да, такое есть. Повторюсь, поиск новых знаний. Причем эти знания вы хотели бы применять. У многих язык хорошо подвешен, да. Умеете донести свою мысль. При этом я не скажу, что вы тут это... Знаете, как бы вам сказать, вас любят, многие на вас смотрят с уважением, с восхищением даже, но вы этим не злоупотребляете. Мне идет такая католичность, знаете, с одной стороны, вы знаете о своей ценности, о своих достоинствах знаете, но при этом вы не выпячиваете это все, знаете, так как... Я не вижу тут какого-то там хвастовства или желания показать, насколько вы тут умная, эрудированная, и тем самым кого-то тут, знаете, как на место поставить или обесценить чьи-то достижения. Нет, скорее вы поддержите людей в трудную, не в трудную минуту. Так мне идет хорошая такая энергетика. Так, у многих тут уже сейчас такой какой-то этап, где вы говорите, так, хватит мне даже фокусироваться на вот каком-то окружении, на их реакции, считывать их реакцию. Я больше сейчас буду думать о себе. Так вот оно звучит. Карта эволюция. Может быть, какие-то перед собой ставите цели новые и хотите их достичь, идете к ним, реально делаете шажочки. У кого-то сейчас вот тут вот основное, не главное, но основное, такое, скажем, важное для вас сейчас это восстановить на здоровье, у кого-то красоту свою, знаете, так наполнить себя энергетически, плюс какие-то косметологические процедуры, как будто весна, да, на пороге, вот расцветаете, тут как цветочек, хотите стать еще более прекрасной, скажем так. Почему сердце разбито? Ой, чуть не две карты. Две прям карты выскочили. Сердце разбито у многих... три даже. У многих семейная жизнь, карта род, семья. У кого-то проблемы в семейной жизни, с близкими могут быть. У кого-то это проблемы со здоровьем, род, семья, там близкие. У кого-то семейная жизнь, скажем так, кризис. Тяжелая ноша, которую вроде бы и тащишь, как чемодан без ручки, да, вроде бы и тяжело, и не понимаешь уже даже зачем, может быть, не нужно, но все равно тащите и не бросаете, да, вот тут какое-то такое состояние. А карта развилка, а выбор есть, хотя и понимаете, что, может быть, так вот логически уже давным-давно пора, может быть, развестись, разойтись, и каждый пойдет своей дорогой, но все равно как будто у кого-то это
уже давно, ну, уже давным-давно эта вся ситуация, она как бы так повисла в воздухе. Ну, показана мне тяжелая ноша и род семья. Не знаю, вот так мне подсветили. Такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, красная тряпка. Чем ты доводишь своих недоброжелателей до исступления? Одним своим видом. Расклад называется прикольно. Название «Ядовитый коктейль». Так, давайте смотрим. Первое. Твое качество или твой ресурс, который вызывает у них, у этих недоброжелателей, самую острую реакцию. Посмотрим, что же у вас такое, что у них вызывает эту реакцию. Следующее у нас их попытка обесценивания. В какие же слова они облекают свою зависть? Как они называют твою силу, чтобы она не казалась такой яркой? Ну, то есть их какие-то проявления, да, давайте так. Их скрытая нужда. Чего им так сильно не хватает, что они вынуждены следить за каждым твоим шагом? Следующая твоя защита. Как твое игнорирование их яда разрушает их еще сильнее? Посмотрим, идет ли действительно с вашей стороны это игнорирование. Как это считывают. И совет карт, да? Что ты получишь от этой ситуации в ближайшее время? Новая победа, которая их окончательно добьет, да? Чуть мне их даже и не жалко. Так хочется сказать, я ж никому не лезу, и ко мне не лезьте. Так. Первое. Твое качество или твой ресурс, который вызывает у них самую острую реакцию. Следующее. Попытка обесценивания их. В какие слова они облекают свою зависть? Вот как они называют твою силу, обзывают, чтобы ты не казалась такой яркой, да? Режешь ты им глазки. Давайте, их скрытая нужда. Что, чего им так сильно не хватает, и они вынуждены следить за каждым твоим шагом. Почему? Так, твоя защита. Как твое игнорирование их яда разрушает их еще сильнее. И следующий у нас совет карт. Что ты получишь от этой ситуации в ближайшее время? Новая победа, которая их окончательно доконает, добьет. Какие у нас сегодня... Ладно, хотела сказать, кровожадные мы все. Ладно, смотрим. Первое. Твое качество или ресурс, который вызывает у них самую острую реакцию. Ух ты, а что это? Токсичность, разбитое сердце. Свинью подложили. Поддержка высших сил. Смерть. Ссора. Интересно. Самая острая реакция. Ну, девочки, как у меня идет, у меня как будто бы, знаете, в какую бы хреновую, извините, ситуацию вы не оказались, в какой бы не... Да. Даже если они понимают, что у вас тут сердечко разбито, действительно какая-то неприятность, не буду говорить беда на пороге, неприятность, как бы вы даже тут не ошибались, может быть, в людях, какие бы вам тут подставы не творили, вот они смотрят, неизменно у вас есть поддержка высших сил. У кого-то эта поддержка считывается со стороны близких. Но я даже вам хочу сказать, ресурс у вас есть опора на саму себя. Вы умеете достойно выходить из вот таких каких-то ситуаций. Причем некоторые из вас могут как будто бы даже их предвидеть и обходить. Какие-то капканы, какие-то, может, стрёмные ситуации даже, где другая там женщина попадет в это и может потом бросаться за помощью
при этом, может быть, даже к тем людям, которые будут злорадствовать. А у вас, я вижу, такое, как будто бы вы особо не будете там просить даже о помощи кого-то. Тут как будто бы они видят со стороны, что вы выходите из этих тяжелых ситуаций, выходите с достоинством. Более того, тут некоторые из вас из любых таких ситуаций, даже как будто бы, ну, это им так кажется, вы как выгоду какую-то можете извлекать. Но элементарно это учитесь на этих уроках, на болезненных. Может быть, даже используете какие-то моменты, становитесь сильнее, мудрее. У кого-то это, вот, тут у многих вызывает как даже уважение, ваше умение противостоять вот каким-то тяжелым временам, ситуациям. Опять-таки, как с достоинством, из этого всего выходите. Нет такого ощущения, что это какая-то слабая, незащищенная девочка, которую еще можно обижать. Нет, тут такое, как будто бы за вами, может быть, сила рода стоит. В принципе, тут поддержка высших сил. Я вам больше скажу. Если у других какие-то ситуации, вот, там начало чего-то, да, сыпется все со всех сторон, и такой, как тяжелый период, как бы вам ни казалось, что и у вас плохо, девочки, а вас все равно как отводят, оберегают еще от худших каких-то испытаний. Как бы вам ни казалось, что там тяжелая ситуация, вы все равно объективно подумаете, может быть, или могло бы случиться действительно намного хуже. Могло бы случиться, да, вот тут так прямо. И вплоть до того, что тут вот эта вот карта как свинью подложили, это ваши какие-то несбывшиеся мечты, какие-то ожидания. Я вам хочу тоже сказать, даже то, что они не сбылись, значит, еще не время вам получить то желаемое. А если бы вы его получили, так как вы себе намечтали, не факт бы, что вы правильно распорядились бы этими ресурсами или использовали эти шансы, я вам хочу сказать. Потом бы пришлось намного сильнее жалеть о том, что вы неправильно это использовали. А эти шансы вряд ли вам бы уже повторно были даны. Возможно, их дадут вам попозже, после того, как вы какой-то тут опыт должны прожить, стать мудрее. Или оценить те же самые шансы и использовать уже их там, ну не знаю, как по полной. Действительно во благо. Так, сейчас уточню все-таки. Вызывает у них самую острую реакцию. О чем ваша карта? И что? Темница, карта дерева. Ну, тут, скорее всего, ваше какое-то состояние. Тут у многих действительно были тяжелые времена, у кого-то проблемы со здоровьем. Карта дерева, я хочу сказать, это часто считывается как проблемы со здоровьем. И тут карта темница, связанные руки, как заложник обстоятельств. У кого-то дерево, это может близкие родные, тоже проблемы тут со здоровьем, такое взаимоотношение. Но вы все равно оптимистка, вы все равно верите в лучшее, ждете, и это действительно приходит. Как бы хреново ни было, вот тут у вас какой-то, ну, внутри есть стержень, действительно сильный, опора на себя, и надеетесь на лучшее, оптимистка. Сущность, о чем это карта? И умеете преодолевать эти страхи, и все равно идете вверх. Кому-то нужно время, вы стараетесь идти вверх, может быть, сейчас вы не можете получить желаемого, но у многих, тут у меня карта шабаш, это как распаковку я буду читать, это доступ к знаниям, вы их и пытаетесь использовать себе во благо, опять-таки для развития. И многие говорят время, через время придет твой результат. Сейчас могут, правда, как попридержать вас. Ну уж не знаю, может быть, для того, чтобы вы получили именно то, что вы хотите. Знаете, как именно то, что вам нужно, потому что хотеть можно многое, а дают очень часто то, что вам нужно. Ну, как-то так, девочки. Ну, основное я так вижу, сейчас я уточню еще. Самая острая реакция у вас. Ну, самая острая реакция, то, что где-то они видят вас как... карта солнышка, ну это жизнерадостный человек, веселый,
оптимистка, повторюсь, поддерживаете многих еще. Как бы вам плохо не было, у вас хватает еще сил поддержать других. И это искренне очень. Где-то видят вас большим ребенком. Может быть, даже считывают, что вам легко все дается, я вам хочу сказать. При этом объективно тут у вас могут, правда, тяжелые времена быть. А по карте солнышко некоторые считают вас большой ребенок, может быть, считывают, что у вас есть поддержка. У кого-то поддержка мужская, как плечо сильное, у кого-то это поддержка близких родных. У кого-то, может быть, женщины даже некоторые завидуют. Им кажется, что вот они там на себе все тащат, да, там на 2, на 3 работах пашут, там и тащат на себе и детей, и внуков, еще что-нибудь, да, а у нее есть там эта поддержка. У кого-то так может даже вот это считаться. Типа вы как играете роль ребеночка, при этом вам все это дается, ну, не на халяву, ну, легче намного все в жизни, чем им. Хотя это может быть вообще их вообще субъективное мнение, тут объективности 0. Ну вот такой где-то вот самое основное, это ваш позитивный какой-то настрой и уверенность в том, что правда все дороги раскроются, все хорошо, само как солнышко. Ну, сюда же по солнышку можно, конечно, ваше, ну, внешне то, что вы там можете быть веселой, такой харизматичной, несмотря на то, что там у вас творится, вот, все равно позитивная. Так, и энергия, энергетически наполненная женщина, такая вся раз такая. Так, смотрим. Их попытка обесценивания. В какие слова они облекают свою зависть? Как они называют твою силу, чтобы она не казалась такой яркой? Так, о чем это? Я вам сразу скажу, любые ваши разговоры именно по поводу дома, по поводу взаимоотношений с близкими, может быть, с мужчиной с каким-то, тут ушки, даже стены имеют уши. Все, что вы говорите, тут же все трансформируется, перекручивается. Вот зависть, опять-таки, если у вас есть вот тот самый мужчина, который, ну, оказывает вам поддержку, или близкие, домашние, то, что я вам хотела сказать, ну, то они могут тут рассказывать о том, ну, о неидеальных взаимоотношениях, о каких-то типа компромиссах, чуть ли не жертвах, чуть ли не... Тут карта клетка, дом, и за спиной тут что-то. Могут рассказывать, если там вы в союзе, в браке с кем-то, могут рассказывать, что тут у вас контроль сплошной со стороны мужчины. При этом же осознанно могут умалчивать о внимании, заботе, опеке, о каких-то подарках, о вложениях. Могут делать акцент на... Ой, у кого-то рассказывать за спиной там, что то ли вы за спиной что-то мутите, ну, сами понимаете, да, какие-то истории, адюльтеры, то ли мужчина ваш, ну, это все из этой серии. Вот такое, как будто бы обесценивают то, что вам домашние дают опору, внимание, поддержку. Вместо этого могут рассказывать, что вы платите тут какую-то цену заоблачную, тут как в клетке, в ограничениях каких-то. У кого-то это обязанности, у кого-то это груз ответственности, но тут это все будет преувеличено, и на этом делается акцент. Просто им невыносимо даже какие-то ваши разговоры, если они понимают, что дома у вас все хорошо. Очищение, одуванчик. Так, вот им очень не нравится ваше ощущение, вот как женщина, тут зависть. Они сами считают, вот сами для себя сделали такой диагноз, что опять по одуванчику вы легкая, вы воздушная, сама там как карта солнышка, да, как ребенок. И тут вот легкость восприятия жизни, умение, может быть, минимизировать эти какие-то тревоги, печаль, вытащить даже других из этих состояний каких-то депрессивных, карта очищения. Вы можете сами себя вылечить, вот как доктор, как карманный психолог, и помочь другим. Это в вас есть. Вы умеете, вот, опять-таки, нейтрализовать этот негатив, может быть, эту негативную, опять-таки, энергию, которая вокруг вас, она действительно есть тут, девочки. Вот как-то это все сублимировать, как говорят, и направить все это в нужное русло, в созидание, рост, развитие.
И при этом они видят вот эту легкость. Нет какой-то, знаете, такой тяжести, нет такого там каких-то ваших причитаний, стенаний, нет там укоров каких-то. Наоборот, я не удивлюсь, если как бы вам хреново не было, вы тут благодарите Вселенную за все то, что у вас есть. Искренне благодарите и цените то, что у вас есть. Пытаетесь, по крайней мере. Вот это вот самое основное, я вам хочу сказать, что вызывает у них вот эту такую реакцию. И я уже сказала, в какие слова они облекают. Это тут максимум обесценить поддержку ваших близких, родных. Взамен они говорят то, что у вас тут ограничения, это уже сказала. А больше всего их раздражает ваша вот легкость, ваше умение настраиваться, опять-таки, на лучшее, на позитив, и вот в этом находиться. Ну, вы умнички тут. Им бы, конечно, очень хотелось увидеть там вас плачущей, стенающей, недовольной, какие-то придирки, претензии там предъявляющие. Нет, вместо этого они видят вот такую какую-то воздушность, цветочек какой-то. При этом внутри стальной стержень. Так, их скрытая нужда. Чего им так сильно не хватает, что они вынуждены следить за каждым твоим шагом? Ну, чего им не хватает? Тут у меня сидит дамочка на жердочке, неустойчивое положение. В любой момент эта дамочка упадет, шандарахнется вниз. То есть, в принципе, у этих людей нет уверенности в завтрашнем дне. Где-то нет опоры на самих себя. При этом они считывают враждебное какое-то отношение рядом. Может быть, этих же, знаете, как в коллективе. Вот тут вот рядом какие-то вороны сидят. В любой момент они вспорхнут, улетят, потом где-то приземлятся. И между собой смогут договориться, да, на своем языке. А эта женщина, эта барышня, пойдет вниз и может больно расшибиться. То есть им очень не хватает вот этой уверенности. Плюс они не доверяют этому окружению, они не верят им. Вот они могут общаться вот друг с другом, как в серпентариуме, да, улыбаться друг другу, но они прекрасно понимают, что они там отвернутся, им там кинжал промеж лопаток может прилететь. Чего им не хватает? Ну, по Луне вообще как бы туман, неопределенность. Это касается как-то их планов. Следующая карта — планы. Планы и Луна. То есть все, что они там планируют, основное, они не знают, они вообще не уверены, получат они это или нет. Как будто бы, я не знаю, ну, такое складывается, как будто от них мало что зависит. Хотя это их установочки, я вам хочу сказать. Может, они действительно что-то начинают новое, мечтают о чем-то, но по Луне оно все никак не сбывается, и какой-то форс-мажор, и все подвешивается, и в никуда. Они действительно могут прикладывать какие-то усилия, и тут уже и не просто мечты, а планы строят какие-то, и один, и второй. А по Луне оно все как в лабиринте блуждают, и нет того результата. Тут у них многих руки опускаются даже. Но им не хватает этой реализации, им не хватает уверенности, может быть, материальной, уверенности в принципе в завтрашнем дне, в поддержке какой-то, да. Так, что им тут еще не хватает? Вот смотрите, у них что есть? У них есть... они могут сами себя критиковать, но тут я вам хочу сказать, тут еще карта друзья, так называемые, да. Тут печаль и критика. Вполне возможно, они... знаете, как заложники уже какой-то ситуации и окружены, вот если это какой-то женский коллектив, у них какие-то взаимоотношения такие странные выстраиваются, вроде бы как и дружеские, да, но при этом критика. Их могут критиковать, они могут критиковать. Тут как будто бы, честно говоря, такой, как точно как серпентариум. При этом ощущение, вот как эта карта печаль, да, печаль, мечтали об одном чем-то и шли к этим мечтам. Вот девочка мечтает об этом мороженке, да, а по факту, может, сил немерено вложила, это как там всю жизнь вкалывала на какую-то мечту, там копила, да, а по факту получила вот этот вафельный стаканчик, он тут невкусный, а мороженка на полу растекается, да, все самое вкусное осталось непонятно где, и непонятно, она его точно уже не попробует, это мороженка. Вы понимаете, да? Им не хватает вот этих реальных результатов.
Повторюсь, тут не обязательно, что они там ждали всю жизнь. Может, действительно люди работали, многие пахали там, да, но многие тут мне прям как женщины идут, могли вот это самое вкусное мороженка тут отдавать детям, внукам, кому-то еще. Думали, вот я вот сейчас, так и почти вся жизнь прошла, и по факту все смотрят на себя. Знаете, как многие женщины приходят к каким результатам, да, смотрят на себя и в зеркало и думают, а для чего эти все были жертвы? Мне спасибо никто не скажет. И более того, скажут, а почему ты не жила яркой, наполненной жизнью? Обиднее всего, когда твои дети тебя стесняются еще, да, и говорят, а почему ты могла там чего-то достичь, кто тебе не давал, да? И пофиг в это время, да, что ты там над их кроваткой ночей не спала там, или там жертвила осознанно там ради карьеры мужа, тылом была. Ну, как бы, это твой выбор, да, вот тут многие скажут, да, я же говорю, очень обидно, когда детки, уже взрослые дети, обесценивают все эти вложения и говорят, а мы тебя не просили, мы тебя не просили себя рожать, да, ты выбрала это. Ну, вот что-то из этой серии, да, разные бывают ситуации, девочки, тут как будто бы у многих вот такая ситуация сейчас, они смотрят и думают, боже мой, там, большую часть жизни я отдала, а для чего, кому, почему, какой я результат имею. Тут как будто бы женская где-то зависть, они смотрят на вас, им кажется, что вы тут и шансы какие-то берете по жизни, от жизни. Они тут разочарованы в друзьях, они от друзей много критики в свой адрес слышат. Как-то так, девочки. И основное я вам хочу сказать, тут я не вижу родни, поддержки. Тут наоборот, как будто бы такое, как одиночество, как печаль, может быть, да, пытаются вот среди этих же подруг найти какую-то поддержку, но я не вижу, чтобы они там находили ее. Чего им не хватает? Сейчас. А им даже не хватает тех знаний, которые вы получаете благодаря, может быть, увлечению психологией, эзотерикой. Не хватает тут карта мудрость, не хватает даже многим элементарным, хочу сказать, признать, понять и оценить то, что они имеют, да, вот поблагодарить за то, что они имеют. Ну, это я, конечно, увлеклась так уже. Но тут карта сова, это мудрость, унижение и ключ. Многим не хватает, повторюсь, даже мудрости и понимания, как ключик найти к своей лучшей жизни, да, как мне изменить свою жизнь сейчас. Где-то они могут завидовать вам тому, что вы там пытаетесь это изменить. Вы как будто бы, им кажется, вы знаете, чего вы хотите. И они уверены, что у вас жизнь лучше складывается, чем у многих из них. Вот как-то так. Тут зависть, да. Как твое игнорирование их яда разрушает их еще сильнее. Твоя защита. Ух ты, одиночество, закрытые глазки. А тут вы осознанно не хотите видеть какие-то их гадкие проявления, колкие замечания. Тут что-то такое, знаете, я вам хочу сказать, как разрушают их еще сильнее. Они на самом деле довольно-таки безоружны. Я вам объясню почему. Они тут, допустим, агрессивно настроены в отношении вас, карта рыцарь. Но они в ответ встречают тут карта искренность. Тут ребенок, да, девочка радуется птичкам, цветению. Тут, не знаю, сакуры или не сакуры, но в любом случае, хорошо. Яблони цветут, какой-то сад тут. Все благоухает. Они могут и направлять на вас эту негативную энергию, но они сталкиваются с вашим каким-то детской восторженностью, искренностью. Может быть, даже вы их жалеете. Ну, как-то так. Может быть, вы на них с недоумением смотрите. Может быть, вы даже приходите на помощь. Знаете, может, там из той серии сказать, я вижу, как тебе плохо, да? Чем я могу тебе помочь? Это их обескураживает. Ну, вы понимаете, да? А опять-таки, ваши какие-то реакции, для них это непонятно, нестандартно, для них это трудно прогнозируемо.
они не умеют они так и радоваться, может быть, миру, ну, не научены, да, может быть. Но тут чуть-чуть еще другое. Как твое игнорирование их яда разрушает их еще сильнее. Я вижу тут, смотрите, карта одиночества, глазки завязаны, при этом добро, мир, свет вы несете. Это ваша карта. Карта человека, который... Тут прям посланник высших сил. Тут вам хватает вот этого вот, ну, не знаю, как это сказать. Ну, тут любовь к людям, вот та самая искренняя, какая-то вера все-таки в лучшее в людях. При этом вы держите дистанцию все-таки. Тут женщина, которая прекрасно понимает, что не нужно уже делиться, может быть, сокровенным или тем, что может быть использовано против вас. Вот ваша защита тут основная. Вы прекрасно понимаете, карта одиночка, что, ну, самое главное, самое ценное вы должны держать при себе, да. Опять-таки, глазки завязаны, это о чем и рядом эта карта? Это о том, что вы правда видите их самое лучшее, хорошее в людях. Это для многих из вас это как осознанный выбор. Это как диагноз, да, вы по-другому не можете и не хотите, но и правильно делаете. Такая есть, как есть. Но уже знаете, что открываться слишком не нужно. Помогать, да, видеть хорошее в людях, да, но при этом осторожно. Вот это твоя защита. Вот. Так, при этом, сейчас я уточню, о чем это. Тут разрушают их еще сильнее. Зона комфорта, искренность. Ну, тут я хочу сказать, что разрушает их очень сильно. Где-то вы можете как-то так, между прочим, искренне, на самом деле, тут какие-то такие реплики отпускать. При этом вы не хотите их задеть. Но они вот как-то так болезненно на это реагируют. Тут зона комфорта. Можете, я даже сейчас примерно я понимаю, это как, ой, ну, можете искренне там, допустим, это не хвастовство, это, допустим, вы можете абсолютно искренне в разговоре там, я не знаю, про какой-то отдых там сказать, вот там лучше было отдыхать, а там вот такой нюанс. При этом вы это честно, искренне расскажете, да, допустим, если там кто-то будет там пропиарит там, уже не знаю, какой-то отдых в пятизвездочном, семизвездочном каком-то отеле, а вы потом можете, допустим, сказать искренне, что «а мне там не понравилось, мне кажется, допустим, тут у нас там где-то в Простоквашино и вода чище на самом деле, и там и климат мне тут не подходит». Вы искренне, по-детски можете это сказать, но у них это вызовет такую реакцию, типа «нифига себе, вообще зажралась, извините, да, как будто бы я тут в жизни не попаду на тот курорт, ну типа, да, вы понимаете, а она тут еще выделывается». Ну, вы поняли вот эту вот какую-то реакцию. При этом, ну, вы искренне не сможете понять, почему у них лица перекашиваются. Ну, я пример привела, да. Ну да, это в социуме, это может быть... Вы поделитесь чем-то таким, для вас это, ну, незначительно, это какой-то нюанс, а они для себя сделают выводы, что а я себе этого не могу позволить. Или вот, как знаете, они на себя это примерят и думают, блин, она вот, у нее те возможности есть и те, ну вот как-то так. Тут зависть, может какие-то ваши достижения, может быть ваши... материальные у кого-то возможности, тут у кого-то даже перспективы какие-то. В основном тут карта деньги, это возможности финансовые даже. Да, и для многих они закрыты. Может быть, даже вы как-то так что-то скажете, и это из прошлого, да, даже, может быть, ваши какие-то там в прошлом, не знаю, поездки, какие-то там радости, какие-то вы себе мелкие, крупные можете позволять. А для них это закрыто, они это не могут позволить себе. Тут так, девочки. Финансы для многих. Ну, вот для них это их бьет по их, не знаю, восприятию мира. Не знаю даже, как
сказать, ну тут карта рыцаря-то они агрессивные становятся, вот их разрушают, это, конечно, разрушают. Так, защита ваша, это мы посмотрели, а теперь совет карт, да, ваш бонус. Что ты получишь от этой ситуации в ближайшее время? Новая победа, которая окончательно их добьет. А какой-то подарок вы получите. Что это тут такое? Хитрость, иерофант. А вы сможете противостоять вашим каким-то тут искушениям. Не искушения, какие-то ловушечки. Вот, а вы по иерофанту сможете противостоять их хитростям, каким-то многоходовкам. И ловушки, которые, капканы тут расставлены, да, холод и сокровища. Так, в ближайшее время новая победа, которая их добьет. Ну, тут карты хорошие, хочу сказать, смотрите. В любом случае, первая карта тут подарок какой-то, презент. При этом, ну, делите ровно пополам, да, то, что вам будут тут рассказывать, может, хвалебные оды какие-то петь, или же, знаете, как обещать что-то могут. Вам говорят особо, ну, как бы вам сказать, не то, что не доверяй, но ушки на макушке держи, да. При этом мне идет карта, вот оставайтесь такой на самом деле, как вы есть. По иерофанту это рост, развитие, больше вкладывайтесь, опять-таки, в обучение чему-то новому, идите вперед, не останавливайтесь. Вам говорят, будут у вас еще вот эти ловушки и желающие вот эти хитрые лисы их расставить, но вы это все сможете пройти, при этом карта холод, и тут все-таки сова, это мудрость, это где-то вы сумеете эту дистанцию выдержать. Опять-таки, не доверяйте. Вот как бы это ни звучало, все-таки там несколько раз выходил у меня такой архетип ребенка, по солнышку, доверчивая, глазки завязаны. Ну, смотрите аккуратно, потому что тут уже расставлены эти ловушки. Все-таки надо быть более, наверное, более внимательней, да, избирательней к выбору так называемых попутчиков по жизни. Холод, это о чем? Холод, болезни. О чем это? О чем это вообще? Ну, девочки, тут у всех, наверное, по-разному. Вот эту карту я хотела понять, о чем это. У кого-то тут предстоит, ну, еще такие времена не очень хорошие. Ну, это жизнь, да. У кого-то болезни, у кого-то карта безденежья, нужда. Ну, тут, скорее всего, что вы получите в ближайшие новые победы, вы преодолеете это все. У кого-то при помощи, при взаимодействии с каким-то мужчиной, карта медведь. У кого-то это мужчина ваш непосредственно там супруг, сильный мужчина, покровитель, может ближайший родственник, тут сила, опора, защита. Вы все это сможете преодолеть. Карта мечта. Так, тяжелая ноша. Какая-то мечта, к которой вы идете, пока для вас, ну, я не буду сказать, что в ближайшее время вы это реализуете, это пока тяжелая ноша, но вы идете к ней. Карта башня. Башня ложится на тяжелую ношу, потом это разрушается, эта тяжелая ноша, и карта сердца, вы получаете то, что вы хотите, то, о чем вы мечтаете. И тут, более того, карта сокровища. Ну, давайте так, у кого-то тут это явно финансовые какие-то бонусы, ну, что их добьет, ну, возможности какие-то, карта сокровища, это по-любому неплохая карта, но при этом вы, да, вы пройдете какой-то путь такой, не особо легкий будет, но многие уже его прошли, наверное. Бесплодно, что бесплодно? Ну, вот говорят, бесплодно, вот эти вот тучи какие там сгущаются над вами, вот пытаются вам противостоять. Да, вы это все проходите. При этом у многих из вас тут, взаимодействуя с вот этими хитрыми лисами, вы тут растете. Вы начинаете какую-то реакцию такую им давать, которая их выбешивает еще больше. Тут высшее я, это, видите, тут как царица какая-то с этой короной на голове. Тут
вы их выбешивать будете еще больше, чем у кого-то это своими материальными какими-то приобретениями, тем, что у вас вот это вот действительно на голове это корона. А где-то, может, они посмотреть и думать, она себе может позволить то, что я не могу позволить. И как она себе это может позволить, в принципе, да, может, их подбешивает это. Как-то так. Даже, может быть, ваша смелость, принятие каких-то решений, желание изменить свою жизнь. Это все сюда. Я вижу тут рост, развитие. Я вижу тут желание блистать. Я вижу желание раскрыть тут и свой потенциал, закрыть какие-то свои потребности, которые, может быть, там вы мечты какие-то откладывали на потом. Вот это все вот идет сюда. Ну, и думаю, это их доконает, да. Вот эти вот сокровища. Сокровища это, скорее всего, то, что у вас самих зарыто. Да, откроете, раскроете. Да. Ох, сплетен будет, сколько слухов. Про какого-то еще мужчину. Ну, подарок тут. О чем это? Ну, слежка за вами будет тут. Бог ты мой. И друзья будут набиваться еще. Ой. Сходы, солнце. Ну, ваша карта солнышко в конце. Тут будут обсуждать ваши расходы какие-то. То, что, может, живете непосредством, да, откуда деньги, в какой тумбочке берете. Ну, что-то из этой серии. Опять-таки, ваши тут могут где-то пытаться перекручивать информацию по поводу того, как вы достигаете поставленных целей. При этом могут приписывать, что там кто-то даже страдает от того, как вы тут пытаетесь их реализовать. Хотя на самом деле это такая фигня. Тут на самом деле как будто бы, ну, перекручено все. Тут могут рассказывать, что вы даже какого-то мужчину используете. Ну, вот такое вот. Тут как минимум 2 женщины будут обсуждать, осуждать. Ну, собаки лают, караван идет, да? Я думаю, тут яркая жизнь у вас впереди вас ждет. В любом случае, очень хорошие карты. Иерофант, сокровище. Как-то так. И в конце совет психолога. Вы бесите их не своими поступками, а самим фактом своего существования, вне их правил. Да, им трудно вас считать, просчитать ваши поступки, какие-то проявления. И психологически ваша яркость подсвечивает их собственную серость, которую они не готовы менять. Вот тут основное это. И мой совет, когда вы становитесь красной тряпкой, не замедляйтесь, пожалуйста, мои хорошие. Наоборот, добавьте оборотов. Ваше процветание, вопреки их злости, это самый лучший ответ, который не требует лишних слов. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но и те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.